Приветствуем вас на канале Не без разницы. Всем привет! С вами Лёша и Стас. В прошлых сериях Бетти Багглс устроилась работать в полицейский участок и сразу же получила дело, за которое никто из детективов не хотел браться, считая его слишком простым. У одной семьи Ньюкреста пропал домашний питомец, аксолотль по имени Оскар. Начав расследование, Бетти узнала, что аксолотли вызывают большой интерес у ученых. Эти существа нашли секрет вечной молодости, ведь они всю жизнь живут в виде личинки, а во взрослую особь превращаются крайне неохотно. В библиотеке Бетти наткнулась на дневник маленькой девочки, в котором была запись о том, что у нее тоже пропал домашний аксолотль. Затем расследование завело ее в местный океанариум, где была представлена коллекция аксолотлей, и оказалось, что из коллекции исчез редкий вид – черный аксолотль. Тогда Бетти поняла, что дело это не пустяковое, кража аксолотлей происходит систематически и по всему Ньюкресту. В океанариуме за водной фауной следил ученый-биолог Дункан Локвуд, у которого в нижних помещениях была своя лаборатория. Оказалось, что ученый был знаком с ее отцом Бартом Багглзом, они вместе работали в научном институте. Из записей в лаборатории Бетти выяснила, что ученый Дункан внезапно тоже пропал из океанариума. Куда же он мог деться? Коллекционер аксолотлей, который пожертвовал своих питомцев океанариуму, поделился с Бетти интересной мыслью. Он сказал, что аксолотли – удивительные существа, в них столько неразгаданных секретов. Наверняка тот, кто их похищает, пытается узнать что-то об их свойствах регенерации или вечной молодости. Бетти решила поговорить с отцом, он же ученый, и выяснить, какой интерес для науки могут представлять аксолотли. А заодно и спросить, куда мог исчезнуть ученый Дункан Локвуд, который следил за аксолотлями в океанариуме. Но оказалось, что отец что-то скрывал и на все ее вопросы отвечал уклончиво. Она незаметно пробралась в его рабочий кабинет и наткнулась на секретные записи о том, что в Стрэнджервилле появился неопознанный объект. Именно туда был командирован ученый Дункан Локвуд, чтобы разобраться, с чем наука имеет дело. Прихватив у отца разрешение на вход, Бетти, одевшись подобающе ученому, проникла на объект. Секретным объектом оказалась потерпевшая крушение летающая тарелка. Во время ее обследования Бетти обнаружила странные записи на неизвестном языке. В куске, который сумел расшифровать ученый, содержались сведения о том, что некто прибыл на Землю с важной миссией. Не зная, что и думать, Бетти отправилась в оазис Спрингс к мистеру Смиту, когда-то жившему в Китежграде. Поскольку он сам был родом с планеты Сиксим, Бетти попросила его помочь ей расшифровать найденные записи. И вот спустя пару дней мистер Смит позвонил ей среди ночи. Он сказал, что расшифровал все записи, и текст, написанный пришельцем, оказался невероятным. Ну что ж, давайте же узнаем, что содержится в этих записях и куда выведет Бетти Багглс дело о пропавших аксолотлях. Итак, сегодня воскресенье, сейчас раннее утро, 7 утра. Бетти уже проснулась, и проснулась она очень-очень сильно напряженной. Потому что, во-первых, ей надо на улицу. Она, когда путешествовала по Гранит Фоллс, приобрела себе такой образ жизни на свежем воздухе. Теперь Бетти постоянно хочет на улицу. А еще я думаю, что причина в том, что в воскресенье проснуться в 7 утра, ну как тут можно быть не напряженным? Мне кажется, что воскресенье это как раз таки время, чтобы встать попозже и поваляться подольше в кровати. Но нет, Бетти предпочитает вот уже собраться на улицу и быть открытой новым приключениям. Сегодня Бетти выходная, ей не нужно идти в полицейский участок, не нужно идти на работу. И очень хорошо, что она наконец-то сегодня выходная, у нее 2 выходных, воскресенье и понедельник. Поэтому сейчас у нее есть все возможности, чтобы заняться расследованием своего любимого дела о пропаже аксолотлей. И как хорошо, что она теперь стала уверенной. Я думаю, с таким настроем она обязательно раскроет это дело и выяснит, кто же виновник всех этих тайных похищений, этих маленьких и прелестных странных существ, да. Ну что ж, давайте смотреть. Мистер Смит, который позвонил Бетти Багглс вчера вечером, прислал ей сегодня прям с самого утра посылку, вот, от мистера Смита. Он сумел расшифровать все записи, которые Бетти нашла, они, кстати, у нее сохранились.
В багаже это записи инопланетянина, найденные Бетти Багглс на летающей тарелке. Мне нравится жанр, ужасы. Интересно, что же там расшифровал этот ученый? Боюсь, что кровь в жилах может застыть, да? Или все-таки мы что-то более интересное узнаем? Ну, сейчас посмотрим. Итак, первая расшифровка. Я прибыла на Землю с важной миссией. Мы долго совещались, прежде чем принять решение показаться землянам. Но делать было нечего, нам нужна была помощь. Планета Сиксим погибает. При создании новейших технологий что-то пошло не так, и высвободившаяся энергия заставила весь наш род преждевременно состариться. Нам нужно лекарство, или что-то вроде лекарства, чтобы вернуть утраченные года. Мы долго наблюдали за землянами, за жизнью, развивающейся на планете, заполненной водой. И загадка нашей молодости может храниться именно в воде на планете землян. Меня выбрали представителем Сиксима, и я с честью отправилась на такую важную миссию. И расшифровка номер 2. Космическое пространство невероятно красиво. Это черная бесконечная пропасть, не имеющая начала и конца. Издали Земля заворожила меня своим необыкновенным видом. Голубая, сияющая планета, прорезанная грядой материков и островов. Я так залюбовалась открывшейся перспективой, что, проникнув в земную атмосферу, не смогла справиться с управлением. Сила притяжения потянула корабль вниз на безумной скорости. Лишь перед самым падением я выровняла корабль, но удара с поверхностью избежать не удалось. Теперь начиналось самое сложное – отыскать лекарство и каким-то образом вернуться назад. Моя цель – некое место под странным названием Ньюкрест. Туда я и отправлюсь. Бетти была шокирована. На Землю прибыл инопланетный корабль, а инопланетянин направился в Ньюкрест и затерялся среди людей. Чем это грозит Ньюкресту и вообще всему человечеству? Бетти приказала себе успокоиться. Судя по тому, что на планете Сиксим произошла катастрофа, заставившая ее обитателей преждевременно стареть, инопланетянин прибыл на Землю за помощью, а не для осуществления какого-то коварного замысла. Хотя и это тоже исключать нельзя. Вдруг это вражеский разведчик, прибывший сюда, чтобы собрать необходимые сведения с целью захвата планеты. Но как же ей отыскать этого пришельца? Круг поисков сузился до Ньюкреста, но все равно был еще достаточно широк. Город-то большой. Быть может, следует поговорить с жителями и поспрашивать их, не замечали ли они кого-нибудь подозрительного в городе. Но для начала, конечно же, надо позавтракать. Никакая работа не будет выполнена хорошо на пустой желудок. Ну что ж, теперь мы знаем, для чего эта летающая тарелка, куда проникла Бетти Багглс, прилетела на Землю и кто на ней находился. А мне теперь стало понятно, почему у этих записей жанр ужасы, потому что там достаточно объемный подробный рассказ, а для тех, кто испытывает сложности с сосредоточением больше, чем на 8 секунд, такие объемы текстов, конечно, могут показаться ужасными. Но зато мы поняли, что эта инопланетная миссия не носила такого какого-то злого и враждебного характера, да, скорее это такая разведывательная была вылазка, и теперь нам становится понятно, что, видимо, вот эта вот вся пропажа аксолотли и вот это вот все как-то связано с неземной цивилизацией Сиксим. Да, оказывается, на планете Сиксим произошла какая-то катастрофа во время создания новейших технологий. И вот это вот, как было написано в книге, высвободившаяся энергия заставила весь род инопланетян состариться. И теперь они ищут лекарства, чтобы можно было вернуть утраченные года, как тоже написано в книге, и вернуть свою утраченную молодость. И, видимо, Бетти теперь подходит к тому моменту, что начинает понимать, раз все говорят про аксолотлей, что это личинки, которые во взрослую особь превращаются неохотно, живут вот все время практически в таком молодом состоянии. Может быть, они открыли какой-то секрет молодости. Вот в чем может крыться вся эта причина. Вот почему пропадают аксолотли. Да, но при этом сами пришельцы только выстроили гипотезу, потому что они сами не обладают вот конкретной информацией по поводу аксолотлей. Ну да, да. Именно конечно. приезжают, чтобы проверить, действительно ли аксолотли обладают вот этим уникальным свойством никогда не стареть, никогда не взрослеть. И вот, собственно, хотят выяснить. Я тут увидел кое-что страшное. Мимо окна прошла мать Бетти. Тебя это удивляет? Я боюсь заглянуть. Ну, конечно, она пришла. Бетти же выходная. Конечно. Меня вот это вообще нисколько не удивляет. Знаешь, меня что больше удивляет? Меня удивляет, что мать пришла так поздно. Ну да, время 11 часов. Но на самом деле у Бетти нет времени, чтобы разговаривать, и
Вообще, нет времени, чтобы оставаться дома. Нужно срочно выбираться в город и общаться с людьми, узнавать, не видели ли они что-нибудь интересное и странное в городе. Поэтому ладно, обнимаем маму, прощаемся с ней, здороваемся. Точнее, здороваемся и прощаемся. Немножко нарушен порядок действий. Ну да ладно, да, на разглагольствование у нас не особо много времени есть, но мы обязательно уделим время семейным узам, навестим родителей, тем более, я думаю, что с отцом будет о чем поговорить. А вот еще одна наша гостья, Фэй Роше. Ладно, Фэй, ты как владелец этого съемного жилья. Делай тут что хочешь. Заходи, да, а Бетти отправляется в путь. Бетти отправилась в центр Ньюкреста, чтобы поспрашивать жителей, не видели ли они в городе что-нибудь необычное. Она разговаривала с прохожими и обращала внимание на подозрительных личностей, которых в Ньюкресте появилось немало. Откуда они здесь? Кто-то ей сказал, что видел, как вчера какой-то огромный енот ловил в пруду рыбу. Разве это недостаточно необычно? Женщина пожаловалась, что гортензия ее соседки лучше всего ее сада. Если она нашлет на них енотов, не будет ли это слишком? А из необычного, чем интересуется Бетти, она забыла вчера выпить кофе. Мужчина рассказал, что видел, как в ресторан Ньюкреста заходила группа людей. И все они были в джинсах. Разве могут все надеть джинсы одномоментно? Девочка сообщила Бетти, что получила 5 по математике, и за это мама купила ей мороженое. Продавец мороженого выдал секрет о том, что у миссис Класки Вандермир пропал аксолотль по кличке Оскар. Пожилая дама пожаловалась, что видела, как вчера вечером влюбленная парочка обнималась на лавочке. Разве это нормально? Стыдобище! Женщина в роскошной широкополой шляпе сказала Бетти, что мечтает стать актрисой и украсить билборды Ньюкреста. Все не то. Бетти уже начала отчаиваться. Из фантастических фильмов она знала, что пришельцы запросто могут маскироваться под людей, и тогда их совершенно не узнать. Но все равно какая-то деталь, пусть даже самая незначительная, может их выдать. И когда Бетти уж было решила отправиться домой, ей вновь встретилась Фэй Роше. Она сказала, что недавно была на заброшке. Заброшка – это старая заброшенная фабрика за парком аттракционов. Никто уже не помнит, когда она работала в Ньюкресте и что производила. Так вот, на фабрике она проводила концептуальный фотосет для своего лукбука, и там услышала какие-то странные звуки из нижних этажей. Там определенно кто-то поселился. Так, интересно. Похоже, пришло время посетить заброшенную фабрику. Вместе с Бетти Багглс мы приехали к заброшенной фабрике. Да, она действительно находится недалеко от парка аттракционов, где, кстати, Бетти уже успела покататься на колесе обозрения, на качелях она там каталась, до того, кстати, как поехать к мистеру Смиту в Оазис Спрингс. Двери здесь закрыты, поэтому Бетти внутрь никак не попасть, надо искать другие пути. Но Бетти у нас, напоминаю, детектив, и она обязательно раскроет дело, где же тут вход в фабрику. Тем более сюда пробиралась Фэй Роше для своего концептуального фотосета, поэтому точно найдем вход. И еще мне хочется сказать, что посмотри, какое классное. Звонит бабушка, хочет поболтать. Ладно, пока мы разговариваем, пусть Бетти немножко с бабушкой поболтает. Да, с бабушкой же у нас тоже классное приключение было, поэтому надо поддерживать семейные связи. А говорил я про здание фабрики, посмотри, какое оно классное, мне очень нравится. Я в недоумении, почему оно заброшенное. Здесь получился бы классный арт-кластер или какое-нибудь клубное пространство. Мне нравятся вот эти огромные окна, вот эти металлические кованые опоры. Очень классно смотрится здание. Интересно было бы здесь побродить. Вообще заброшенные здания, в них всегда интересно походить, полазить, посмотреть, что там, как. А ты знаешь, вот сейчас в этот момент прям я подумал вот о чем. Поскольку у нас Бетти Багглс занимается коллекционированием, она, во-первых, в Гранит Фоллс отыскала всех жуков, всех насекомых, собрала у себя целую коллекцию и растения в том числе. Сейчас, по заданию для дополнения на работу, которую мы проходим, Бетти Багглс также нужно собрать коллекцию инопланетных там камней, которые на планете Сиксим находятся. Ну, на Сиксим надо будет еще каким-то образом попасть. А чтобы всю эту коллекцию размещать где-то, вот я думаю, лучше это делать, правда, не дома у себя, а, например, открыть какой-нибудь музей. Может быть, вот эта заброшенная фабрика не будет в дальнейшем заброшенной. Может быть, Бетти ее каким-то образом приватизирует и здесь устроит вот музей из всех своих коллекционных предметов.
Знаешь, планы у тебя серьезные, я бы так сказал, потому что приватизировать вот такое огромное здание для одной... Вот посмотри, какая маленькая Бетти и какое огромное здание. Так и коллекции у нее тоже будут большие. Идея неплохая, конечно. Здесь можно сделать очень неплохое пространство с музейными экспонатами. Мне нравится эта мысль, но надо будет постараться, я думаю. Ну ладно, надо сперва осмотреться внутри еще и посмотреть, что там и как. Но на самом деле вход здесь не пришлось искать долго, он находится прямо в подвальное помещение фабрики, вот прямо рядом с дверьми входными. Бетти раскрыла это дело. Подожди, пока она еще не раскрыла, она только проникает. Я же про дело о том, что поиск входа в фабрику. Итак, мы потихоньку спускаемся еще ниже. В подвальное помещение. Ну, здесь не так уж и темно, как я думал будет. Да здесь и не так уж и грязно, как будто Фэй тут прибралась и подмела. Посмотри, эта фабрика даже не устрашает своими какими-то коридорами подвальными. Так, ну что, пошли дальше. Ну, дальше ведет лестница наверх. Мне нравится, как Бетти, счастливая и уверенная, такой походкой легкой ходит по этим темным коридорам. Ничего не страшится Бетти. А чего ей бояться, собственно? Ну, она же ищет какого-то пришельца, и, наверное, возможно, он и здесь обитает, потому что Фэй сказала, что слышала здесь какие-то странные звуки. Так, и проходим вот в эту дверь. Здесь у нас находится какое-то место для строительства ракеты, может быть, тут ракета какая-то была. Но хотя бы по этой лестнице можно подняться уже наверх, и мы оказываемся внутри фабрики, вот возле прям входных парадных дверей. Ну, фабрика действительно заброшенная. Вот здесь какой-то бассейн есть. О, это то самое место, где Фэй Роше проводила свою фотосессию. Ну, кстати, мне нравится, как внутри фабрика выглядит. Действительно, теперь, мне кажется, идея о том, чтобы адаптировать эту фабрику под какую-то галерею с экспонатами, хорошая мысль. Тут бы классно получилось, если еще поставить так стильное освещение. Тут такие большие окна. Ох, прям... Мне нравится задумка. Так, здесь у нас находится туалетная комната. Это Бетти, в принципе, неинтересно. Вот лестница ведет на второй этаж фабрики. Пошли туда. Так, посмотрим, что у нас там будет. Ты знаешь, по этой фабрике совершенно не страшно ходить. Она настолько светлая, настолько тут много окон и пространства и воздуха, что даже как тут интересно ходить. Ну, в позитивном смысле. Ну да, здесь большие панорамные окна. Ну, в принципе, здесь ничего такого примечательного, чтобы могло зацепить сейчас Бетти для ее расследования. Пока нет, пока мы ничего не нашли. Вот книга только здесь лежит, Бетти ее уже заприметила и прям рядом с ней встала. Давай посмотрим. Книга называется «Тайные помещения». А, Бетти не может почему-то ее взять, и она тут выставлена как будто на продажу, так вот на витрине. Давай так тогда прочитаем ее «Тайные помещения». У этой фабрики много тайн. Одна из них – потайные подземные помещения. Что там находится, неизвестно. Есть данные, что попасть туда можно лишь через колодец на первом этаже. Итак, тот самый бассейн, который мы видели на первом этаже, это оказывается вход в какие-то потайные помещения, подвальные помещения фабрики. Да, вот это зеленое что-то нечто. Я, кстати, увидел эту лестницу, но там еще с другой стороны, когда мы подходили, там как раз стеклами, такой стеклянной стеной отделен этот бассейн. Да-да-да, видно вот там он. что-нибудь, куда ведет эта лестница? Ничего не вижу, кстати. Ну, что получается? Получается, Бетти надо нырять. Ну что ж, я думаю, это Бетти тоже не смутит. Ну давай, Бетти, спускаемся тогда в воду. Ну а что делать? Такая работа вот у нее детектива. Она же уже, кстати, детективом стала. Она уже полицейский. Ну поплыли. Будем смотреть, куда мы можем здесь тогда спуститься вниз. Может быть, вот через этот люк как-то попасть тогда. Ну что, Бетти, задерживай дыхание. Набирай побольше кислорода в легкие. Будем нырять в этот колодец-бассейн. Ой, как страшно. Итак, мы с Бетти попали куда-то в нижние помещения, в нижние подвалы, затопленные водой. Но зато тут вода почище, и хотя бы видно, куда плыть. Так, а здесь смотри, уже какие-то... Смотри, тут как красиво, интересно и загадочно. Значит, мы на верном пути. Это уже какие-то инопланетные растения здесь даже выросли.
Главное, чтобы Бетти хватило дыхания. Так, и заплываем в эту темную арку. Вынырнула. Хватило дыхания. Все, да. Бетти, куда же ты? Куда ты плывешь в стену? И давай смотреть тогда, где все-таки Бетти вынырнула. Тут вот какие-то тоже растения уже произросли, инопланетные, наверное, с планеты Сиксим. Вот опять эти грибочки, которые под водой тоже росли. Ну, значит, правильно. Бетти наверняка совсем скоро встретит вот этого пришельца, который прилетел на летающей тарелке, который мы уже успели исследовать. Что же там с собой принес этот пришелец, что так поросла инопланетными растениями эта фабрика? И что мы там увидим? Что это за подвальные помещения заброшенной фабрики? Ну вот, собственно, тут уже выросли тоже какие-то инопланетные растения. Это стебель со сферой. Соседка звонит, вообще не до нее сейчас. Бетти, кстати, уже в туалет захотела. Очень кстати, что он здесь есть. Да, и она прям встала рядом. Ну давай, Бетти, быстрее. Ну а пока давай осматриваться. Это спальный мешок. Ну, вообще здесь прям целый такой инопланетный штаб. Неужели один пришелец смог воссоздать все вот такое вот масштабное? Значит, он такой, может быть, тут достаточно умный или опасный. Ну, может быть, здесь все-таки что-то находилось. Вот тут холодильник, кстати, есть, небольшой переносной. Ну, то есть здесь вот инопланетянка, потому что это инопланетянка, и она женского пола, раз в книге так было написано, не голодает здесь. Ну что, она от недосыпа не страдает, от голода не страдает, уборная у нее есть, а вот и... И что это у нас тут? А вот и смотри-ка. А вот и аксолотли. Кстати говоря. Ну что, Бетти, похоже, всех нашла. Правда, как теперь она их будет переносить обратно? Ну это уже другой вопрос. Ну, Бетти нашла аксолотлей. Очень, кстати, смотри, странная комнатка. Ну, в смысле, она такая... Ну, я даже не знаю, как описать. Обои тут, какие-то деревья. Это не похоже на, знаешь, на какую-то камеру испытаний, где препарируют аксолотлей. Тут, мне кажется, такая маленькая уютная зона для аксолотлей. Вот они, вот те самые похищенные аксолотли. Бетти и не думала, что злоумышленник успел насобирать здесь целую коллекцию. Среди них был и аксолотль Оскар, питомец соседки Бетти, миссис Класки Вандермир, и черный аксолотль, похищенный из океанариума, и наверняка где-то здесь аксолотль Джуди, украденная у маленькой девочки, чей дневник Бетти обнаружила в библиотеке. Не похоже было, что животным тут что-то угрожало. Напротив, за ними ухаживали, заботились. Вдруг Бетти услышала всплеск воды. Кажется, кто-то еще приплыл в потаенные помещения фабрики и направлялся прямо к ней. В комнату с аксолотлями. Ошеломленная, Бетти уставилась на нежданную гостью, а та уставилась на нее в ответ. Это была та самая женщина, что, подражая человеку и пытаясь отвести от себя подозрения, рассуждала, как хотела бы стать актрисой. От шока незваная гостья внезапно лишилась своей маскировки и предстала перед Бетти в своем истинном обличье, а потом вдруг расплакалась. Когда страсти немного улеглись, они наконец смогли поговорить друг с другом. Гостья с другой планеты представилась Атлантой. Да, она прилетела сюда за помощью, так как Сиксим на грани вымирания. Как Бетти уже знает, при создании новейших технологий произошла катастрофа, и все жители Сиксима заболели странной болезнью и стали преждевременно стареть. В Ньюкресте Атланта бесцельно бродила, не зная, куда податься, и забрела в океанариум, и именно там она и увидела этих невероятных существ, аксолотлей. Она узнала, что те обладают удивительными способностями, например, регенерацией. А еще по каким-то причинам они всегда остаются вечно молодыми. Тогда она подумала, что эти улыбчивые зверьки – то, что нужно ее планете. Но, насобирав повсюду большое количество аксолотлей, она так и не сумела раскрыть их секретов. Что же ей теперь делать? Как ей спасти Сиксим? И как вернуться назад? Ее корабль потерпел крушение и больше не пригоден для полетов. Бетти сказала, что расстраиваться не нужно. Если ответ не нашелся в одном месте, то обязательно найдется в другом. Да и вообще, у каждого свой секрет молодости. Вот у бабушки Бетти, например, было свое средство. Пара добрых кружек Эля, отхлестать себя крапивой и подраться с медведем. Так что пусть Атланта не переживает, Бетти обязательно поможет отыскать нужное средство. Но вот всех аксолотлей придется вернуть их хозяевам.
Вот так Бетти не только ненароком раскрыла дело, за которое никто из детективов не хотел браться, но и встала перед умопомрачительным научным открытием, о чем мудрецы из лаборатории могли только мечтать – установить контакт с инопланетной цивилизацией. Всех аксолотлей возвратили под своим домам. Миссис Класки Вандермир была на 7-м небе от счастья и никак не могла насмотреться на своего любимого Оскара. Поскольку Бетти была лучшим детективом Ньюкреста, она, раскрыв это дело, сопоставила факты и выяснила истинные мотивы своего отца. На самом деле он не был замешан в истории с аксолотлями, а в океанариуме наверняка появился лишь для того, чтобы забрать записи своего коллеги, ученого, который отправился на важную миссию – исследовать неопознанный объект, приземлившийся в Стрэнджервилле. А неопознанным объектом оказался корабль ее новой знакомой Атланты. Именно поэтому отец уклончиво отвечал на вопросы Бетти об этом ученом, потому что научное сообщество решило засекретить информацию о приземлении инопланетного корабля и не придавать ее огласке до установления контакта с пришельцами и выяснения их намерений. Но зато такая подозрительность Бетти сподвигла ее самостоятельно осмотреть корабль, отыскать там записи Атланты, расшифровать их и в итоге найти Атланту на старой заброшенной фабрике Ньюкреста. Правда, теперь перед Бетти стояла новая задача. Ей нужно было помочь Атланте отыскать средства от недуга, одолевавшего Сиксим, и каким-то образом отправить ее саму на эту планету. Кажется, пришло время построить собственный космический корабль. Конечно, Бетти не могла допустить, чтобы Атланта осталась в этой заброшенной фабрике, где пахнет сыростью и пылью. И не хотела, чтобы та вернулась в свой упавший корабль, иначе ученые не дадут ей покоя. Поэтому Бетти предложила Атланте пожить у нее. Тем более в ее доме есть свободная комната, где ночевала бабушка, когда приезжала в гости. А еще у Бетти возникла любопытная идея. Кажется, она знала, как можно помочь своей новой знакомой. Для этого она увиделась с Лорой, той самой интересной и оторванной от мира девушкой, с которой повстречалась однажды в Гранит-Фоллс. Недавно Лора переехала жить в Иннисгрин, где стала заниматься знахарством. Лора рассказала, что знахарство открывает множество возможностей, от создания зелий, повышающих настроение, до лечебных снадобий. На специальном столе знахаря даже можно создать холистическое лекарство. Этот эликсир помогает от всего на свете и избавляет от любых недугов. Кажется, это то, что нужно. Так что пока Бетти будет строить космический корабль, Атланта займется изучением знахарства. Только так она сможет помочь своему народу. Ну что ж, дело, конечно, раскрыто, но у Бетти появились новые цели, новые задачи и новые задания. Знаешь, как-то неудобно даже, вот такая вот гостья у нас, а все сломалось. Да, не успели Бетти вместе со своей новой знакомой Атлантой прибыть к Бетти домой. Оказалось, что сломалось здесь просто все. Все электрические приборы, все объекты. И теперь здесь нужно в этом съемном жилище вот что-то делать. Поэтому Атланта тоже берется за дело и будет помогать Бетти все чинить. Ну, с другой стороны, Атланте, наверное, немножко обстановка напоминает крушение ее корабля инопланетного. Тоже все искрит. Но починить-то она его не смогла все равно. Ну, я думаю, что тостер починить чуть легче, чем инопланетный корабль. Ну ладно, пусть они пока чинят все свои предметы, которые здесь сломались, а мы утром тогда к ним вернемся. С добрым утром! У всех утро проходит по-разному, но я думаю, что у Бетти оно особенное. Ведь кто, как не она, могла привести в гости, да и вообще пожить к себе пришельца и вот так вот мило общаться за завтраком с ней. Теперь перед Бетти стоит еще больше задач. Ей нужно каким-то образом вернуть свою новую знакомую на планету Сиксим. А для этого, конечно, Бетти нужно построить свой собственный космический корабль. Но, ты знаешь, здесь есть тонкий момент. Если Бетти начнет строить космический корабль, как бы об этом не прознала мать, потому что мама у нее космонавт. И она будет буквально, наверное, на 7-м небе от счастья на своем космическом корабле. У тебя есть надежда, что мать не прознает об этом, учитывая, что она периодически проходится мимо окон Бетти и так или иначе норовит заглянуть, да. Мне кажется, мать рано или поздно узнает.
Ну и по нашему заданию Бетти самой нужно тоже попасть на планету Сиксим, потому что ей нужно там собрать коллекцию живот, растения, которые там произрастают, и высадить их у себя, кстати, на участке. А сейчас Бетти находится в своем подвале. Она еще пока ни разу за все время, пока мы с ней играем, не спускалась в подвал. Вот, сейчас наконец-то этот момент настал, потому что нам нужно расчистить место во дворе дома, чтобы здесь поставить ракету. А для этого нужно убрать подвал, перенести все растения, которые Бетти высадила у себя в саду, ну тогда в подвальное помещение, там их посадим в горшки, а здесь у нас будет находиться тогда ракета, которую Бетти будет строить. Да, и надо бы возвести тогда забор еще на несколько уровней ввысь, чтобы мать все-таки не заметила ракету, которая будет выстраиваться на дворе. А почему Бетти еще ни разу не спускалась в подвал? Ну, мне кажется, тут нет никакой загадки, потому что Бетти то расследует дело об аксолотлях, то расследует дело о поедателе печенья, то находит пришельца, то отправляется в лес за бабушкой. Времени-то нет даже свой дом исследовать. Ну, вот Атланта ей пока поможет и уберется у нее хотя бы дома. Но на самом деле не только у Бетти есть свои определенные задания. Теперь Атланта, которая с Бетти проживает с сегодняшнего дня, тоже имеет задание. Ей нужно достичь 10 уровня в навыке знахарства, чтобы суметь приготовить вот это вот особое зелье, о котором говорила Лора. Да, и еще хочется вспомнить один интересный момент. Нашу инопланетную гостью зовут Атланта. А так сложилась какая-то некоторая традиция, что многих злодеев у нас на канале зовут на букву А. И вот интересно, Атланта, она относится к этим злодеям или нет? Ведь все-таки мы мало знаем о том, с какой все-таки миссией она прилетела, несмотря на то, что мы даже дневники прочитали и вроде как выяснили всю ее историю. До конца мы быть уверены не можем. Поэтому узнаем дальше, как будет все развиваться. Может быть, Атланта откроет в себе талант знахаря и потом начнет какие-нибудь злые зелья делать. Тем временем Бетти поступили счета, почему-то 45 миллионов всего лишь. Хорошо, пусть будет 45 миллионов. Правда, сегодня Бетти уже оштрафовали на 107 миллионов за то, что она расходует воду в день без воды. Надо нам избавиться от этого комплекса мер. Кто его вообще здесь принял? Ну а пока мы избавляемся от этих коробок, которые стоят в подвале, и будем переносить сюда уже с заднего двора все растения. Итак, вот что у нас получилось. Теперь все растения находятся в подвале. Бетти расчистила здесь место, установила горшки. Да, так что подвал у нас в буквальном смысле слова расцвел, стал почище, как-то поуютнее, и даже эти стены как-то немного так добавляют антуража. Мы купили специально для Атланты стол знахаря, теперь она будет заниматься здесь знахарством, правда, ей необходимо будет также наведаться в Иннис Грин, чтобы собрать там некоторые растения для ее специальных зелий. Надо их будет также здесь где-то в подвале, наверное, у Бетти разместить. А на заднем дворе мы поставили ракету. Точнее, это еще пока не ракета, но ракетой скоро, наверное, станет. Бетти сейчас прямо отправится строить. Я даже не знаю, какой день, какое время суток лучше всего выбрать для того, чтобы строить ракету. Днем начнешь строить, обязательно мимо пройдет мать. Вечером начнешь строить, она тоже придет в гости. Ночью, да наверняка заглянет на полуночную чашечку чая. Ну что, начинаем потихоньку строить тогда. Потому что Бетти нужно будет отправить Атланту обратно к себе на планету Сиксим. Но, тем не менее, строить мы будем потихоньку. Не так, как мы строили, например, эту ракету с цунами-мураками в проекте «Построй свой город». Она ее прям буквально за 2 дня возвела. Потому что здесь все-таки Атланте нужно еще лекарство найти перед тем, как отправляться на планету. Она же не может туда прибыть с пустыми руками. Ну, у цунами-мураками у Бетти немножко разный подход к деятельности. У Бетти более такой разнообразный подход к своей жизнедеятельности. И в лес сходить, и то сделать, и туда посмотреть, сбегать. Так что я думаю, что мы в комфортном темпе будем ракету строить, но затягивать тоже не нужно. Ну, Атланта пока занялась
изучением знахарства. Нам пришлось переставить этот стол из подвала, потому что из-за всех этих растений Атланта просто к нему не могла подойти. Но пока она изучает знахарство, давай посмотрим, какими она обладает навыками. Во-первых, у нее немножко развита механика. Ну, она летала же на космическом корабле, там нужно было что-то, наверное, подделывать, там какие-то детали подкручивать. Рыбная ловля и садоводство у нее хорошо, в принципе, развито. Ну и, кстати, флористика, то есть она вот имеет такую связь с растениями у нас. Ну, значит, она на правильном пути. Но вообще, я думаю, что когда Бетти будет уходить на работу в свой полицейский участок, Атланте все-таки надо будет настраивать маскировку. Потому что мало ли кто за это время к Бетти может заявиться в гости. А заявиться может кто угодно. Друзей у Бетти хоть и добавляй. И ее семья, и Фейроше, и ее соседка, и обязательно кто-нибудь еще вспомнит про Бетти. А пока Бетти строит ракету, Атланта у нас приехала в Иннисгрин. И, наверное, это единственное место во всем мире, где Атланта может быть вот в таком вот облике, может быть собой. Потому что в Иннисгрине проживают феи. И Лора. И Лора, да. Лору так уж точно не смутит такой облик. Поэтому, наверное, в таком облике на нее здесь никто особо не обратит внимания. Ну, вот такая вот фея, правда, без крыльев. Я думаю, она вполне может сойти за фею. Так, ну что мы покупаем тогда? Семечко ауры цвета, вспышка корня и настроенница. Они ей понадобятся для изготовления разных зелий. Правда, дорого, конечно, да, стоит. самые дорогие. Угу. Ну, а что поделать? У Бетти, в принципе, в бюджете есть 7 миллионов. Как хорошо Атланта, да, нашла себе подругу, которая купит ей все необходимые растения. Нашла себе кошелек. Да. Но зато Атланта, в принципе, может помогать Бетти и по хозяйству, ну и садом здесь позаниматься. Да, так что получается в каком-то смысле такое взаимовыгодное партнерство, учитывая, что Бетти никогда не успевает полностью прибраться по дому, сделать что-то по хозяйству, поэтому Атланта, наверное, будет очень кстати. Ух ты, посмотри, не успела Атланта приехать из Иннисгрина, как привела с собой еще какого-то интересного персонажа сюда. Неудивительно, она, наверное, пропиталась немножко энергетикой Иннисгрина и теперь отмечена какой-то там меткой Иннисгрина. Наверное, вот эта шикарнейшая дама увидела Атланту и подумала: боже мой, а это что за фея здесь такая ходит? И за ней сюда прилетела. Ну что ж, уже наступил вечер, мы тогда оставим наших персонажей дома, завтра Бетти отправится на работу, наступает рабочая неделя. Да, но я думаю, что Бетти найдет и на рабочей неделе себе новых приключений, каких-то внеплановых, внерабочих, поэтому скучать ей не придется, а сейчас вечер она проведет за какими-то такими своими приятными хлопотами по типу строительства ракеты. Да. Итак, подытожим немножко. Бетти сумела раскрыть дело о похищениях Аксолотли в Ньюкресте и даже приютила у себя пришельца в доме. Ну, вообще событий сегодня, конечно, произошло много. Да, не то слово. Жизнь у Бетти становится как у одной известной героини комиксов Марвел Вивьен Диор. Да, тоже полна приключений и опасностей. Но это еще не все. Теперь перед Бетти стоит новая задача – построить космический корабль и вернуть свою новую знакомую, а теперь уже и соседку по дому, в родные края, на планету Сиксим. Ну а также Бетти еще нужно завершить карьеру полицейского и выполнить оставшиеся задания, которые мы перед ней поставили. Ей самой нужно посетить планету Сиксим, собрать коллекцию живот, вырастить на своем участке все инопланетные растения, так что дел у Бетти еще пока много. Обо всех этих заданиях, кстати, мы рассказывали в 8-й серии «Приключений Бетти Багглс», и если хотите освежить их в памяти, обязательно пересмотрите эту серию. Да и нам самим нужно пересмотреть эту серию, чтобы ничего не упустить, каких-то деталей. Ну что ж, а на этом серия подошла к концу. Благодарим вас, друзья, за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите нас лайком и комментарием, а еще подписывайтесь на наш телеграм-канал и Бусти. QR-коды находятся вот на экране, а ссылки в описании и в комментариях к этому видео. Спасибо, что были с нами, друзья. До скорых видео. Всем пока. Пока.